Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе чехол под паспорт и автодокументы. Имеет одно основное отделение, два отделения под карточки и одно отделение на замке под всякую мелочевку. Закрывается при помощи кобурной кнопки. Для этого изделия использовал кожу Crazy Horse толщиной 1,4-1,6 мм. Выкройка занимает всего лишь 2 листочка А4. Причем лицевая деталь находится на этих двух листочках, и нужно будет ее склеить по линии разреза. В обязательном порядке перед началом работ нужно проверить размеры, так как множество принтеров могут печатать неверно. Или же вы можете забыть поставить в настройках масштаб 100%. Детали выкройки приклеиваю на подготовленные кусочки кожи при помощи скотча. Шаг пробойника 5 мм, а диаметр отверстия 1 мм. Аналогичные пробойники можно найти по ссылке в описании. Данный вырез не стараюсь делать с первого раза. Для начала просто навожу себе линию. Когда лицевая деталь полностью вырезанная по шаблону, теперь можно закончить декоративный вырез, для чего обязательно использую новое лезвие. Для того, чтобы приклеить молнию, использую клей Момент и наношу его поближе к пробитым отверстиям. Ненужную длину молнии обрезаю и прижигаю ее. Пришивать молнию начинаю именно с этого места, чтобы в последующем на готовом изделии не было видно возвратного шва. Нитку использую Галатес, круглую вощеную, толщиной 0,55 мм. После молнии сшиваю низ карманчика.
Теперь можно установить кобурную кнопку, для чего стоит открыть молнию, и это будет сделать без проблем. На резьбу наношу капельку красного фиксатора, для того чтобы во время эксплуатации кнопка не раскручивалась. Иголкой захватываю карманчик с молнией и лицевую деталь. Для надежности в этом месте делаю один возвратный шов. Карманчик для карточек пришивается на расстоянии 4,2 см. После чего довожу шов до самого низа изделия и делаю несколько возвратных стежков. Чтобы красиво закончить шов, вывожу иголки в карманчик с молнией и обрезаю нитку. Вот и все, изделие готово. Если понравилось, ставь лайк, если не понравилось, ставь дизлайк. Не забывай подписываться на канал. До новых встреч, пока-пока.